Привет! Я в горах на Филиппинах, на севере острова Лузон. Приехал я сюда впервые, потому что фотографии в Яндексе обещали шикарные виды. Ехать сюда от Манилы всего 400 километров, но по горным дорогам дорога занимает порядка 10 часов. Либо на самолете. Город в горах называется Бануэ, и является он объектом наследия ЮНЕСКО. И в первую очередь он славится своими рисовыми террасами. И виды на них открываются уже при выходе из автобуса. Сам город очень маленький, и состоит он из одной улицы, спускающейся с вершины горы в низину. И у меня он произвел ассоциацию с городами из американских вестернов, где также дома построены в один ряд вдоль дороги. Но несмотря на свой размер, здесь даже есть рынок, где можно найти мясо, рыбу и различные овощи. Также, приехав сюда, обращаешь внимание на огромное количество красных пятен на дороге. И это не кровь и не следы от стройки, как я сначала подумал. Это легальный стимулятор на Филиппинах, аналог насвая, который жуют здесь практически все. Я раньше слышал про нечто подобное в Лаосе, но нигде этого не встречал. Оказывается, в горах растет орековая пальма. Ее плоды немного тонизируют и вызывают эйфорию. Эти плоды дробятся и заворачиваются в листья бетеля, другого тонизирующего растения. И это все жуется. Ни в одном другом районе Филиппин я не встречал такого количества жующих, как здесь. Цены на жилье тут выше других районов Филиппин, да и иностранных туристов тут не так часто встретишь. Однако местные виды, безусловно, заслуживают проделанного пути. Итак, что я вычитал об этом месте? Средняя температура в горах 18-25 градусов. Несмотря на то, что это Филиппины, ночью бывает прохладно, а днем идут дожди и сильная влажность. Здесь есть рисовые террасы. Я видел их уже на Бали, поэтому будет с чем сравнить. Здесь выращивают клубнику и добывают золото. Но а так ли это на самом деле, мы сейчас проверим. Hi. Where are you from, my friend? From Russia. Russia? Russia. Are you alone here? Yeah. Как выяснилось, здесь есть еще и водопад, на который я сейчас спускаюсь. Спуск на него занимает 40 минут. Но после балийского водопада Сикумпу все они кажутся какими-то маленькими ручьями. Сейчас проверим. Hello. Are you coming from? From Russia. I go to the Philippines. You're from Philippines? Yeah. From Banaué? No, I came from Davao City. Davao? Yeah. Wow. It's another island, yeah? Yeah. It's another island. По пути на водопад я встретил двух филиппинских парней с острова Давао, которые тоже приехали посмотреть на рисовые террасы. И то, за что я люблю Филиппины, это знание английского практически в любой провинции. Hello. Where is waterfall? Do you need a guide to go there? No. Yeah. You can just go up there and there's a school building and you can go down. To here and... Yes. A school and you can go down. Okay. Until you go to the village there Yeah. and you go up where the house they are making on the hill and go down. Their house, yeah? And coming back, no need for you to pass on the village, but you can just come across towards here. Okay, thank you. Да, и эта дама тоже жует тот самый орех. Hello. 저거 나오게 하고 귤도 나오고 바나나 나오고. Водопад, как и эти террасы, находится в соседнем городе, Батат. И добраться сюда можно только на трицикле за 800 песо. Цены, конечно, завышены, но других альтернатив нет. И, конечно же, все предлагают тут услуги гидов. Но вход сюда бесплатный, и если свернул никуда, всегда можно спросить дорогу у замученных туристов, идущих обратно. А виды тут открываются прямо как на обоях Windows. И в отличие от балийских террас, филиппинцы не делают из этого места аттракцион по выкачиванию денег из туристов. Да и не так много их доезжает до сюда, и это еще один плюс в копилку Филиппин.
first. Окей. No problem. Охренеть, тут лестница. Такие жесткие ступеньки были только на крабе. В королевстве тигров или в храме тигров. Дорога сюда не из простых, но местные виды позволяют об этом не думать. Водопад практически безлюдный. Не такой большой, как Секунд-Пул, но здесь тоже можно искупаться и классно провести время. Но я сегодня уже уезжаю, и мне надо идти обратно. Итак, возвращаюсь я с водопада. Водопад стоящий, особенно если после дождя идти на него. Но закладывайте как минимум час на подъем и час на спуск. Особенно если захотите подняться на viewpoint, на смотровую площадку. И берите побольше воды. А так это того стоит. Рекомендую. Сегодня я приехал в город Балер. Находится он в 200 километрах от Манилы, но за счет пробок и гор дорога занимает 6 часов. С погодой сегодня очень повезло, на небе ни одного облака, и на первый взгляд место кажется очень даже красивым. В Балер приезжают не только за красивыми видами, это еще и одна из филиппинских столиц серфинга. Но в отличие от Бали, волны здесь не круглый год катабельные. И в январе тут дуют ветра, закрывающие гребни волн. И катают тут либо профессионалы на шортбордах, либо совсем новички на пене. А вот в феврале волны достигают уже здесь 5 метров. Несмотря на то, что Балер находится на берегу океана, местность тут очень гористая и много национальных парков и смотровых площадок. И сейчас я еду в одно из таких мест. Скорее всего, здесь когда-то был зоопарк. Очень похоже на то, что я видел в Хошимине. И вот тут вот везде были обезьяны, вот за этими клетками. Даже Google Maps не знает, что это национальный парк, а на картах отмечена только смотровая площадка. Называется она Дикасалари Пойнт. Если будет интересно, пишите, скину координаты. Въезд на территорию этого парка платный и стоит 400 песо. Именно здесь находятся лучшие и безлюдные пляжи Балера для спокойного и уединенного отдыха. А со смотровой площадки открываются безумные виды, на которые можно залипать весь день. Приехал я в какой-то парк рядом с Балером. Здесь растет очень старое дерево. В высоту оно 3 метра, и в него можно войти вовнутрь. Зрелище очень впечатляющее, и сейчас нужно узнать, сколько ему лет. Excuse me. How old this tree? More than 600 years old, sir. Wow. Дереву этому более 600 лет, и на данный момент оно считается старейшим в Азии. В высоту оно 25 метров и в диаметре 9. И мне опять повезло, туристов здесь не оказалось. Зайти внутрь дерева можно за 10 песо. Крона дерева огромная, и одновременно там могут поместиться 10 человек. И несмотря на свой возраст, корни дерева находятся в отличном состоянии. Сегодня я приехал на водопад рядом с Балером. Название я его не помню, но по рейтингу Google Maps 4,6, что очень даже неплохо. По традиции у меня есть свой личный гид.
А еще я по дороге проголодался. Здесь можно купить вот такие вот бананы за 20 рублей в карамели. Очень даже питательные. Это первый водопад, до которого я добираюсь через ручей. Уже раз пятый, наверное, мы его переходим. И вода достаточно свежая. А вот по этой трубе вода поступает обратно в город. От водопада в город. Называется он Дитумаба и находится в 16 километрах от Балера. Вход на него платный и обязательно брать гида. Якобы дорога опасная. Водопад не такой высокий, как в Банауи, но более мощный, а самые отважные могут даже искупаться под ним. Север острова Лузон — это действительно классная природа, шикарные пляжи. И если вы планируете самостоятельное путешествие, то это место подойдет для этого идеально. Да, и есть еще одно место, которое мне было очень рекомендовано к посещению, но мне не хватило времени на это. Называется оно 1000 островов. Находится оно на противоположной стороне острова от города Балер. Если вы там были или будете, напишите в комментариях, чтобы я понимал, что я потерял, не побывав там. Ну а если видео понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал. Дальше будет интересней. Пока!